Привет! Мы с вами уже познакомились с циклом while и оператором if. Давайте теперь узнаем, что такое переменные и зачем они нам нужны. В прошлом уроке мы запоминали случайное число, но куда мы его сохранили? По сути, мы его запомнили в оперативной памяти. Более подробно об устройстве компьютера и зачем это знать программисту мы поговорим в следующих видео. Итак, у нас есть некое случайное число, которое мы хотим запомнить. Мы должны сказать компьютеру, чтобы он его запомнил. Но чтобы получить доступ к данным, мы должны знать адрес, где хранится наше число. Но использовать такие адреса, как это делает компьютер, для нас сложно. Поэтому мы используем имена, то есть переменные. Пока что это все выглядит сложно, но давайте разберемся. Представим, что у нас есть 4 одинаковые коробочки. В них находится соль, перец, чай и кофе. Но коробочки выглядят одинаково, и мы не знаем, что где находится. И чтобы не заглядывать в каждую из них, мы наклеим стикер с тем именем продукта, что внутри, то есть присвоим имя кофе, чай и так далее. Теперь, когда нам нужно будет получить какой-либо продукт, мы взглянем на надпись и возьмем нужную коробочку, к примеру, с чаем. Похоже мы делаем и с данными в компьютере. Мы присваиваем им имя для дальнейшего удобного использования. Мы бы могли записать наше число следующим образом. Как прочитать данную запись? Мы присваиваем переменной random number число 5. Теперь, чтобы обращаться в программном коде к данному числу, мы будем использовать это имя, переменную. Знак равно здесь выступает знаком присваивания, а не знаком равно, как в математике. Но что нам делать, если нам нужно изменить данное число? Если человек хочет продолжить играть, и мы должны перезагадать число. Так как это переменная, значит она может меняться. То есть мы можем присвоить ей другое значение, например, число 80. Переменные могут хранить в себе разные данные, не только числа. К примеру, в домашнем задании нам нужно было искать имя друга. Имя – это явно текст. В программировании – это строки. И это могло выглядеть так. Name равно Саша. Для записи переменных есть определенные правила. Имя переменной должно начинаться с буквы и содержать буквы, числа и нижние подчеркивания. К примеру, somewhere равно 2, name3 равно Олег. В разных языках программирования запись переменных может отличаться, но суть работы не меняется. К примеру, на языке JavaScript, Python, Go, C++ и Java. В некоторых языках программирования мы можем менять значение переменной, но только на тот же тип данных, который был изначально. Число на число, строку на строку и так далее. Это языки со статической типизацией, такие как C, C++, Java, Go и так далее. В других языках мы можем менять тип данных в переменной, то есть если изначально у нас было число, то присвоить строку и наоборот. Это языки с динамической типизацией, такие как Python, JavaScript, Ruby и так далее. Более подробно о языках, типах данных и устройстве компьютера мы поговорим в ближайшем стриме. Стрим также будет в данном плейлисте. Темы будут помечены тайм-кодами. Теперь давайте взглянем на псевдокод нашей игры «Угадай число». У нас есть теперь две переменные random number и user number. Random number – это переменная, которой мы присвоим число, которое загадали. А user number – это число, которое ведет пользователь. Далее мы проверяем, равны эти две переменные или нет. По сути, компьютер понимает, что мы хотим сравнить значения, которые содержатся в данных двух переменных. А так как это у нас числа, он может проверять, какое число больше или они равны. Мы можем даже не знать, какие значения содержатся в переменной. И чтобы это узнать, мы можем вывести значение на экран. Но это уже отдельная тема. Далее, когда мы спрашиваем человека, хочет ли он продолжить играть, он вводит ответ. И мы ответ игрока заносим в новую переменную answer. Далее проверяем, равно ли значение этой переменной строке «да» или строке «нет». И как вы могли догадаться, компьютер понимает, что теперь мы хотим сравнить строки, и он ищет полное совпадение. Если будут вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Теперь давайте разберемся, что такое константы. Константа похожа на переменную.
Но ее отличие в том, что по ходу работы программы мы не можем менять ее значение, как бы это было с переменной. К примеру, если в константу мы занесем число, то на протяжении всей программы эти данные будут неизменяемы. В некоторых случаях это необходимо. К примеру, у нас с вами есть стакан объемом 200 мл, в который мы можем наливать разную жидкость. Но объем самого стакана мы не можем изменить, то есть его объем это константа, volume 200. Константы зачастую записываются следующим образом. Ключевое слово const или final. Далее заглавной буквы, чтобы было понятно, что это константа, и ее значение. В Python понятия констант нет, но есть возможность их реализации. Домашним заданием будет следующая задача. Мы будем от пользователя получать два числа. Данные числа мы должны суммировать и результат работы нашей программы выводить на экран. Вам нужно написать псевдокод данной программы с использованием тех знаний, которые вы уже получили. Если будут вопросы, пишите их в комментариях, а также не забывайте подписываться на канал.